Всем привет, меня зовут Артем, и вы смотрите Cut the Crap TV. Финальный трейлер финального фильма о Звездных войнах уже появился в сети, и кажется, в этот раз Lucasfilm пошли во все тяжкие и выдали нам просто огромную кучу сюжетных спойлеров, если, конечно, это не обман монтажа, как любит делать вторая студия Disney, Marvel. В общем, в любом случае спойлеры будут, так что смиритесь и присаживайтесь поудобнее, так как в этом видео я расскажу вам, что нам показали в финальном трейлере Возрождение Скайуокера. Ну, не могу я называть его Skywalker Восход. А еще не могу не рассказать вам о том, что Honor выпустили новый, совершенно безрамочный смартфон Honor 9X. Вы только посмотрите на этого красавца. Его дизайн вряд ли спутаешь с чем-то еще. Смотрите, на задней стеклянной панели красуется динамическая пиксельная голография в виде буквы X. А вот передняя панель — это сплошной экран. В этот раз инженеры спрятали фронтальную камеру на 16 мегапикселей внутри корпуса, благодаря чему практически всю переднюю панель занимает огромный безрамочный Full View экран с диагональю 6,59 дюйма. Его фронтальная камера, словно фары Ferrari Testarossa, появляется только тогда, когда она нужна. Но не только дизайн вызывает восторг, но и начинка этого футуристичного гаджета. Батарея на 4000 мАч, ускоритель GPU Turbo 3.0 для видеоигр, а также тройная камера на 48 мегапикселей с широкоугольным модулем. Honor 9X уже совсем скоро появится в России, так что успейте оформить предзаказ на сайте honor.ru, чтобы получить в подарок фитнес-трекер Honor Band 5. Ссылка в описании. Трейлер открывает кадр с сочной тропической растительностью, и мы видим, как Рэй, будто Лара Крофт, бежит сквозь густые джунгли, размахивая световым мечом Дарта Вейдера. И как мы поняли из предыдущих трейлеров, это тоже часть ее тренировки. Мы передали тебе все знания. Ты обрела мудрость тысячи поколений. Ее, очевидно, будут тренировать призраки силы, и мы увидим в этом кучу отсылок к предыдущим джедайским тренировкам саги. Ну, во-первых, сами джунгли уже напоминают Дагобу, планету, на которой Йода обучал Скайуокера. Но, во-вторых, Рэй бросает шлем, похожий на тот, который мы видели на Люке в Новой Надежде, а также отбивается от таких же летающих дронов, которые атаковали Люка во время тренировки Оби-Вана. Интересно, увидим ли мы его призрак силы? Как думаете? Напишите в комментариях. Обратите внимание на то, как прыгает Рэй. Сначала через куст, показывая нам бластер Хана Соло, а затем и через пропасть. И в этом кадре можно заметить, что вместо светового меча в ее правой руке красная лента, которую можно было разглядеть вблизи в предыдущем трейлере. Возможно, это просто ее аксессуар, который она повяжет, словно Кунг Фьюри. Из обрывка одежды убитого мастера кунг-фу я сделал повязку на память. Красная лента также может быть намеком на любовь между Кайло и Рэй. В полнометражном аниме-фильме «Твое имя» главная героиня Мицуха носит такую же красную ленту, которая является символом главной сюжетной нити. В восточно-азиатской культуре существует легенда о красной нити судьбы, которая связывает души тех, кому суждено быть вместе. И если кто-то связан такой нитью, то никакие обстоятельства не важны. В любом случае они будут вместе, несмотря ни на что, и судьба сделает все, чтобы их соединить. «Звездные войны» с самого начала были вдохновлены азиатской культурой, начиная с самой первой трилогии Лукаса. Так что неудивительно видеть и в новой трилогии такой символизм. Джей Джей Абрамс и Райан Джонсон, два режиссера новой трилогии, будто намекали нам на красную нить судьбы. В 2017 году Абрамс получил права на экранизацию «Твоего имени». Он будет снимать игровой ремейк аниме-фильма после 9-го эпизода. А Джонсон прямо намекнул на легенду, выложив несколько твитов с изображениями красной нити во время съемок 8-го эпизода, который затем удалил. Так что кажется, что повязку умышленно напоминает об азиатской легенде. Кстати, эти папоротники напоминают растительность той самой луны Эндора, рядом с которой находилась вторая звезда смерти. На этой планете закончилась оригинальная трилогия, так что и финал всей саги может символично вернуть нас к плюшевым эвокам. Затем мы попадаем на руины космического корабля, словно отзеркаливая сцену из самого первого трейлера новой трилогии, в котором мы и познакомились с мусорщицей Рэй, обшаривающей заброшенные корабли. В этот раз корабль значительно большего масштаба. Судя по обшивке и трубам, это та самая шахта, в которую упал Палпатин в конце оригинальной трилогии. В первом трейлере мы уже видели, как Рэй вместе со своими друзьями отправились на поиски обломков второй звезды смерти, которые, как стало известно, упали на водную луну Кевбир, находившуюся недалеко от Эндора. А далее в трейлере мы увидим, как Рэй, преодолевая стихию, несется к обломкам, чтобы встретиться там с гадким утенком.
Так что где-то тут и покоится дух ее родственника, но судя по ее губам, кажется, что в этой сцене она уже слышит его голос и даже отвечает ему. Если вы не смотрели мою старую теорию о том, что Рей внучка Палпатина, то вы можете исправиться, нажав на всплывашку вверху экрана. Посмотрите, аргументы там действительно убедительные. Вместе ситхов Палпатин применил свой коронный прием в самом начале сражения с джедаями – прямой колющий удар. Посмотрите на самый первый прием, который применяет Рей в пробуждении силы. Это точно такой же удар. Следом нам показывают, как Финн вглядывается вдаль через свой кваднокль. Его дизайн определенно умышленно повторяет дизайн масок Таскенов, народа песков, которых истребил Энакин на пути становления Вейдером. Обратите внимание на эту металлическую решетку посередине. Они идентичны. А с пустынной планетой на фоне это сходство становится еще очевиднее. Кстати, обратите внимание на прическу Финна. У него виднеются дреды. Эта незаметная деталь показывает развитие персонажа. У бывшего штурмовика Первого Ордена, которых выращивали одинаковыми универсальными солдатами, появляется свой стиль, своя индивидуальность. Затем, после пролета над бегущей как Маугли Рей, мы попадаем на новую базу повстанцев, где главный герой проходит брифинг. Как вы помните, с базы на планете Кудар им пришлось сбежать в предыдущем фильме. И тогда же погиб главный представитель расы Мон Каламари, адмирал Акбар. Однако среди толпы можно увидеть нового представителя Мон Каламари, с которым мы еще не знакомы. Среди бойцов сопротивления можно заметить и нашего старого знакомого, Лэнда Калрисиана, которого вновь сыграет Билли Ди Уильямс. В фильме ему еще удастся сесть за штурвал своего родного тысячелетнего сокола, которому он испытывает более серьезные чувства, чем просто к любимому космолету. Ведь, как мы узнали из сольного фильма Хани Соло, в базу данных корабля перенесено сознание робота L337, которого Калрисиан очень любил. Рядом с ним стоит и второй пилот Сокола, Чубака, а также C-3PO, а в центре можно увидеть и По с Финном, которые вновь объединятся для финальной миссии. Об этом, кстати, говорят их голоса на фоне. Сначала мы слышим, как Финн говорит о силе. Сила свела нас вместе. И это достаточно интересно, так как еще после выхода пробуждения силы я рассказывал вам о том, что он форс-юзер, который не знает о своей чувствительности. Теперь Финн рассуждает о силе так, будто чувствовал ее всегда. Это точно неспроста, ведь далее мы слышим слова По, который говорит о своей специальности. За нами пойдут, если дать надежду. По Дэмерон – глава космических сил сопротивления. Он лично руководил уничтожением базы Старкиллер и получил массу боевых наград. Он, как никто другой, знает, как объединять людей ради одной цели. Кстати, слева от По можно заметить полноватого пилота с черными волосами. Это, скорее всего, Тэмин Уэксли по прозвищу Снэп, которого сыграл Грег Гюнберг в «Пробуждении силы». Снэп дебютировал в романе Чака Вейдинга «Последствия», события которого развиваются между событиями возвращения джедая и пробуждения силы. Он является сыном пилота сопротивления, который участвовала при битве на Эндоре, Норы Уэксли. Уэксли появлялся во всех 3 романах из серии «Последствия», а также в романе «Родословно» и в серии комиксов Marvel По Дэмерон, так что он достаточно известный персонаж, несмотря на то, что сыграл незначительную роль в «Пробуждении силы». Кстати, Темин вернулся неспроста. Дело в том, что Грег Гюнберг – близкий друг детства Джей Джей Абрамса, и режиссер постоянно берет его в свои проекты. Так Уэксли попал на большой экран в «Пробуждении силы» и теперь вернулся, ведь 9-й эпизод тоже снимает его близкий друг. Далее мы видим, как Роуз Тика идет навстречу какой-то опасности, от которой спешат прочь все остальные повстанцы. Кажется, что на их базу напали, судя по красно-зеленым выстрелам в небе. За спиной Роуз можно заметить Доминика Монахана, известного по роли во «Властелине колец», а также в сериале «Лост» Джей Джей Абрамса, а вот рядом с ним стоит лейтенант Коникс, связистка, которую сыграла дочь Кэрри Фишер, Билли Лурд. Слева от них можно заметить, как кто-то скачет на Арбаке, мохнатой кабаноподобной лошади, которую также оседлает и Финн далее в трейлере. Затем мы видим, как троица главных героев, судя по всему на Эндоре, где уже очевидно расположилась их новая база, удивленно смотрят на внушительный корелианский корвет, который залетает в кадр, цепляя верхушки деревьев. Эти корабли достаточно популярны во вселенной Звездных войн, а самый известный из них это Тантив-4, корабль Алдеранского консульства, который перехватил Дарт Вейдер в самом начале всей саги. Пока что неизвестно, кто прилетел на этом судне, но судя по тому, что мы увидим объятия Рэй и Леи в этих же джунглях, становится очевидно, что это и есть тот самый Тантив-4, на котором вновь бороздит просторы Лея Органа. Видимо, в 9-м эпизоде в каждом кадре будут ностальгические триггеры. И далее мы видим Рэй посреди обломков Звезды Смерти, судя по орудиям позади нее. Мы слышим, как она вновь рассуждает о своей родословной, тайну которой знает пафосно появившийся из воды Кайло Рен. Я знаю. В предыдущем эпизоде он вроде бы подтвердил опасения всех фанатов и начал эту линию вседоступности силы. Если вы помните, то раньше сила передавалась по родословной, потом Лукас придумал мидихлорианы, которые дают чувствительность, а в последнем «Джедае» мы узнали, что почувствовать силу может каждый, и для этого не обязательно иметь особенных родителей. Но, вероятнее всего, это была лишь вольность Райана Джонсона, который решил разбавить и без того мыльную космооперу банальной моралью об отсутствии уникальности.
Следом мы видим достаточно необычный кадр – планету, похожую на гигантский айсберг. Судя по ее внешнему виду, это новая планета Киджими, которую анонсировали этим летом. Киджими описана как заснеженная каменистая планета, на которой живут головорезы, наемники и воры. Ну и далее нам показывают трон. Судя по его зловещему виду, а также по голосу Иэна Макдермида, сыгравшего Шива Палпатина, это трон самого коварного лорда Ситха, Дарта Сидиуса, ну либо трон его мечты. Его дизайн, кстати, основан на скетчах тронного зала из «Возвращения джедая», созданных художником концепт-артов Ральфом Маккуари, в честь которого был назван Мон Каламари Куари в мультсериале «Повстанцы». Не удивлюсь, если это именно он присутствует на брифинге. Ну и следом мы видим очень интересный кадр. Звездный разрушитель поднимается изо льда. Очевидно, именно так пробудится целый флот стар-дестройеров, которых мы видели в предыдущем трейлере. Ну и еще увидим далее. И это важная часть сюжета. Как мы уже поняли из трейлера, в 9-м эпизоде нас ожидает возрождение Дарта Сидиуса, который скрывался в тени долгие 30 лет и теперь решил вернуть себе былое могущество. И становится очевидно, что этот флот стар-дестройеров – это его армия, пробудившаяся из ледяного плена. Далее мы увидим, как бомбардировщик Y-Wing атакует гигантскую пушку одного из таких разрушителей. Можно заметить, что на соседнем корабле виднеется такая же, а значит, что весь этот флот оснащен новым типом вооружения. В трейлере также можно заметить мощный космический взрыв, очень похожий на уничтожение планеты. Ну а судя по звездному разрушителю на переднем плане, все становится понятно. Палпатин учел уязвимость Звезды Смерти и создал ее более смертоносный аналог, оснастив свои корабли оружием, способным комбинировать заряды и уничтожать целые планеты. Звезды Смерти использовали фокусировку лазерных лучей с помощью огромной линзы, а вот флот стар-дестройеров, видимо, сможет выстраиваться особым образом, чтобы наносить свои сокрушительные удары. Это добавляет такому оружию мобильность, а также возможность рассредотачивать свои силы для уничтожения меньше целей. Но кто управляет этой смертоносной армией разрушителей Палпатина? Ведь каждый корабль обслуживает около 37 тысяч человек. Откуда у пропавшего без вести императора появилось столько сторонников и как они пережили заморозку? Кажется, ответ на этот вопрос стоит искать в расширенной вселенной, которая теперь известна как легенды. Мы уже знаем, что легенды постепенно перетекают в канон, претерпев значительные изменения. К примеру, тот же Изгой-1 основан на легендах. Джин Эрс и Кассиан Андор были вдохновлены Джен Орс и Кайлом Катарном, поэтому и флот смерти тоже может иметь аналог в легендах. Во втором романе из трилогии Трауна, которая начала расширенную вселенную под названием «Возрождение тьмы», появился уникальный звездный флот из 200 тяжелых крейсеров типа Дредноут, который назывался именем главного корабля – Катана. Его уникальность заключалась в том, что все корабли были модифицированы таким образом, что для управления ими не нужен огромный экипаж. Помимо этого, флот был подсоединен к общей сети, и всеми кораблями можно было управлять, получив к ней доступ. Этот флот был затерян, так как все члены его экипажа подхватили смертельный вирус и совершили гиперпрыжок по рандомным координатам. Однако его нашел сначала контрабандист Теллен Карде, а затем и сам Траун, у которого не было экипажа для управления флотом, поэтому он разработал новую технологию клонирования, которая позволяла выращивать клонов за 15 дней. Так что кажется, что в 9-м эпизоде мы увидим заимствование этой легенды. И узнаем, что Палпатин выращивал новую армию клонов, которые и управляют этим флотом, и они вполне могут иметь внешность Рей. Да, один из главных вопросов новой трилогии – это родословная Рей. Мы понятия не имеем, кто ее родители, однако это точно очень важная сюжетная деталь. В «Последнем джедае» у Рей было видение, в котором она увидела бесчисленное количество собственных копий, а вот силуэты ее родителей слились, чтобы стать ее отражением. Очень толстые намеки на то, что Рей клон. Ну а в предыдущем трейлере мы увидели темную Рей с новым двойным световым мечом. Ее роба, зловещий взгляд и красное лезвие совершенно точно говорят о приверженности темной стороне. Так что есть вероятность увидеть клонов Рей в составе экипажа этого разрушительного флота. Однако более вероятно, что им управляет искусственный интеллект. Ведь эту концепцию нам тоже уже вводили в каноне. Дроид Лэнда стал интерфейсом Сокола Тысячелетия. Так что и у этой армии может быть свой искусственный интеллект, который мы уже видели в предыдущем трейлере. Но об этом чуть далее. Вот это приход! Ну а следом мы можем увидеть масштабы финального звездного сражения. Кажется, для того, чтобы остановить армию смерти Дарта Сидиуса с его автономными разрушителями, сплотились все космические военные силы далекой-далекой галактики. Очевидно, финал этой трилогии будет идти по сценарию финала Мстителей, с летающим на троне Таносом и сражением, в котором объединятся буквально все. А значит, и трагичная смерть главного героя тоже ожидается. Среди этих кораблей очень много знакомых по предыдущим фильмам. Тут, кажется, вообще все модели кораблей, которые когда-либо появлялись на экране. Перечислять их все я не буду, это слишком долго. Оставлю лучше для подробного разбора фильма, если вдруг соберусь его делать. Кстати, может быть, сделать разбор 8-го эпизода перед выходом 9-го? Как думаете? Или лучше не трогать, чтобы не завоняло?
Конечно же, главным кораблем, который очевидно поведет за собой эту армию, является наш старый знакомый Сокол Тысячелетия, за штурвалом которого можно увидеть Чубаку и Лэнда. Да, трейлер заставляет нас думать, что на борту корабля все главные герои, однако это не так, это определенно Лэнда. Посмотрите на его одежду, да и лицо на самом деле вполне себе узнаваемо. Их тандем мы видим крупным планом далее в трейлере. Рядом с ними, кстати, летят герои мультсериала «Повстанцы». Можно увидеть Шадоукастер, мандалорской наемницы Кэтсу Онио, а также корабль главных героев – Призрак, который уже появлялся на большом экране в «Изгое», если вы вдруг не смотрели мой разбор этого фильма. Среди кораблей, участвующих в битве, можно было разглядеть корабль Кейнана Джаруса из сериала «Повстанцы». Слева от него можно заметить корвет Молотоглав, который также сначала появился в сериале «Повстанцы», а потом и попал в «Изгой-1». А ниже него летит Аутрайдер, корелианский корабль той же серии YT, что и Сокол Тысячелетия. Он впервые появился в специальном издании «Новой надежды» 1997 года. Сзади Сокола, кстати, тоже летит корвет серии YT, а чуть дальше виднеется Ювинг из «Изгоя». Конечно же, узнаются и знакомые формы кораблей Мон Каламари разных моделей и даже корабль какого-то наемника-мандалорца. Его мы, возможно, еще увидим в сериале «Мандалорец», который вот-вот уже выйдет на Disney+. На заднем плане летит хрупкая звездная крепость, бомбардировщик из 8-го эпизода. Они, очевидно, усвоили урок и теперь не летают толпой, чтобы не вызвать цепную реакцию. Ниже него летит канонерка Браха Ток из 5-го эпизода, а прямо за Призраком можно увидеть старину Небулон Би из «Новой надежды». Да, нас определенно ждет самая масштабная космическая битва в истории «Звездных войн», и в этот раз кажется, что даже Первый Орден примкнет к стороне сопротивления. Ведь Палпатин прямыми словами говорит об этом. То, что вы заключили союз, вас и погубит. Да, любовный союз Рэй и Кайла, видимо, приведет и к объединению их военных сил против Палпатина. Но про погибель он не соврал, ведь, как говорил мастер Йода, боязнь потери к темной стороне привести может, ведь к ревности приводит привязанность. А ревность ведь это алчность и тень. Интересно, к чему это может привести? Затем мы видим нового персонажа за работой. Это новая любимая игрушка детей, хакер и механик роботов Бабу Фрик. Можно заметить детали дроидов вокруг героев, а также выключенного боевого робота Би-1. Механик, очевидно, производит какие-то манипуляции с памятью C-3PO, после которых он забудет своих друзей. Хочу в последний раз взглянуть, сэр, на друзей. Можно было подумать, что они хотят стереть ему память, как было и в конце трилогии приквелов. Однако это не так, ведь стирание памяти — это обычный процесс для дроидов. Для этого не надо было лететь в логово головорезов. Ну а судя по теплой одежде героев, они как раз-таки на ледяной планете Кижиме, где, как вы помните, живут различные преступники. И среди них даже можно заметить одного из них. Это Зори Близ, которую мы уже видели на фото, в районе воров на той самой планете Кижиме. Память C-3PO уже стирал Бейл Органа, приемный отец Леи, чтобы скрыть тайну о ней и ее братья-близнецы от их отца, Дарта Вейдера. Однако вместе с этой тайной он стер и все остальное, что мог хранить C-3PO. Так что вполне возможно, механик вернет прошивку дроида к старому бэкапу тех времен, о которых мы ничего не знаем. Прошлое этого неуклюжего протокольного дроида остается тайной. Мы знаем лишь, что его собрал Энакин для помощи своей матери, однако где Энакин достал детали для него, неизвестно. Вероятнее всего на свалке, куда его выбросили, стерев память. Еще давно ходили слухи о том, что C-3PO сыграет в фильме очень важную роль, но судя по его красным глазам из предыдущего трейлера, кажется, что в то время он служил на темной стороне. Ведь красный в «Звездных войнах» всегда ассоциируется со злом. Красные глаза были у злого двойника C-3PO 000 в серии комиксов Дарт Вейдер. Протокольный дроид с красными глазами также появлялся и в легендах. Дроида C-3PX перепрограммировал Дарт Мол, превратив в машину для убийств. И скорее всего в фильме будет показана похожая история, ведь C-3PO с оружием мы тоже увидим. На это недвусмысленно намекает слитый постер 9-го эпизода. Прямо в его центре C-3PO, вооруженный автоматом и с пулеметной лентой через плечо, словно Чубака. Только вот перепрограммирование в боевой режим — это не цель прошивки, а следствие восстановления бэкапа. Видимо, откатив прошивку дроида до прошлой версии, он станет злодеем. И именно C-3PO может стать тем, кто активирует армию стар-дестройеров Палпатина и будет ей управлять. И мы узнаем, что именно о нем говорило название эпизода, в котором дроид стал собственностью Скайуокеров. «Скрытая угроза». Сперва кажется, что попрощаться с золотым дровосеком пришли все герои фильма. По Деймерон, BB-8 с новым дроидом Ди-Оу, который, очевидно, помощник Бабу Фрика, Рэй, Финн, R2-D2 и Чуи. Однако последние двое явно взяты из других сцен, которые умышленно перекрашены в оранжевый цвет. Позади R2-D2 можно заметить военных и карту, так что это, очевидно, кадр с брифинга на базе сопротивления, где также свое недовольство высказывает и Чубака. Следом мы видим, как По, Финн и Чубака пробивают себе путь, выкашивая штурмовиков в узком коридоре. Судя по их броне, это солдаты
Первого Ордена, однако что за помещение, сказать трудно. Похоже на борт Стар-Дестройера, но что там делает Первый Орден? А может быть, этот флот пробудит Кайла? Как думаете? На фоне начинает играть фирменная тема «Звездных войн» Джона Уильямса. До этого в тизерах и трейлерах мы слышали только тему Люка. Но в этот раз создатели дают нам понять, что это финальный трейлер финального фильма всей саги. Ну, до очередной перезагрузки. Следом мы видим, как Рэй трогательно обнимает Лею посреди джунглей, возможно, отправляя ее на смертельную миссию, ведь мы должны будем попрощаться с Кэрри Фишер, которая покинула нас уже 3 года назад. Далее появляется новый кадр из погони на пустынной планете Пасаана, в котором BB-8 протыкает баллон с желтым газом, чтобы создать дымовую завесу от преследователей. Герои явно довольны, как доволен и Лэнда, который наконец-то вернулся за штурвал Сокола. Ну а следом мы видим скачки на арбаках по корпусу Стар-Дестройера, из чего следует вывод о том, что это сражение произойдет в атмосфере какой-то планеты, видимо Эндора. Можно заметить, что этот отряд возглавляет персонаж Наоми Аки по имени Джанна. Наоми в одном из интервью намекнула на то, что она дочь Лэнда, заявив, что у Лэнда может быть много дочерей по всей галактике. Непонятно, куда бежит эта конная гвардия, ведь сражаться на лошадях против звездных разрушителей кажется бессмысленной затеей. Однако в мультфильмах уже было нечто похожее. В 22-й серии 3-го сезона «Повстанцев» храбрые мандалорцы высадились на обшивку крейсера-заградителя. Удивительно, но им удалось пробить обшивку и уничтожить корабль. Так что, может быть, это не такая уж и глупая затея. Ну и далее мы видим очередную встречу двух половин. Рэй и Кайло Рен смотрят друг на друга в очень знакомом месте. Это тронный зал императора Палпатина с его круглым витражом и троном. Здесь состоялась финальная дуэль между двумя скайуокерами, так что, очевидно, и в этот раз без сражения не обойтись. Ну а следом нам показывают, как Финн вместе с Джанной спешат предупредить Рэй о какой-то опасности. Видимо, Финн узнал, что это ловушка, и там ее уже ждет Кайло. А следом мы видим один из самых интригующих кадров трейлера, который может пролить свет на сюжет. Рэй и Кайло в своем отреставрированном шлеме вместе разрушают постамент с шлемом Дарта Вейдера. Судя по дизайну этого помещения, это какой-то музей. Позади них можно заметить за стеклом пулеметную ленту и арбалет, как у Чубаки. Видимо, это вооружение старого C-3PO, который вернет себе красноглазый дроид. А также в стене справа тоже явно какая-то экспозиция, в которой, кстати, виднеется очередная красная нить судьбы. Видимо, тут Кайло хранит все найденные им артефакты, и среди них был и этот кинжал, который Рэй пытается украсть. Наверное, этот клинок хранит в себе какую-то тайну. В 16-й серии 3-го сезона каноничного мультсериала «Война клонов» появился кинжал, названный Клинок Мортиса. Это единственное оружие, способное убить бессмертных существ метафизического измерения, которое пронизывает сила. Так что есть вероятность, что это тот самый клинок, и им Рэй должна будет пырнуть воскресшего силы Палпатина, чтобы убить его окончательно. Звучит как-то банально. Кстати, обратите внимание на то, что тут Рэй и Кайло не объединились, чтобы разрушить постамент. Очевидно, они сражались и случайно его задели. Они определенно стояли лицом друг к другу, да и посмотрите, как отреагировал Кайло. Он остановился и протянул руку, чтобы схватить шлем своего деда с помощью силы. Он явно этого не ожидал. Далее мы снова видим кадры сражения с флотилией Палпатина, среди которой можно заметить сверкающие молнии. Может быть, сражение развернется над местом, где сконцентрирована сила, и это такие же молнии, которыми Палпатин убил Мейса Винду и мучил Люка. Ну и далее наступает кульминационный момент всего трейлера. Рэй встречается лицом к лицу с главным врагом, тем, кто долгое время был в тени, чтобы в нужный момент после смерти опасных для него Леи и Люка выйти и явить себя во всей красе. Мы еще не видели его лица, но точно знаем, что это он, Дарт Сидиус, император Шив Палпатин. Он сидит в кресле, которое, вероятно всего, стало его экзоскелетом, поддерживающим жизнеобеспечение. Ну, если он смог спасти жизнь Энакину, сделав из него киборга, зависящего от костюма жизнеобеспечения, то кажется, что и с собой он сделал то же самое. Только костюм он себе выбрал гораздо внушительнее, ведь судя по высоте, на которой он находится, кажется, что этот экзоскелет будет огромного размера, и Дарт Сидиус будет гигантским роботом силы. Обратите внимание на то, что нам так и не показали внешность Палпатина, несмотря на то, что его присутствие уже стало очевидным фактом. Видимо, в этом кроется важный сюжетный поворот. Есть вероятность, что под капюшоном скрывается темный Рэй, клон, в который Палпатин вселил свое сознание. Но все может быть куда интереснее. Под капюшоном может быть Сноук. Он не просто так выглядел, будто переживший ужасную аварию, которой могло стать падение в реактор. И если он выжил после такого, то пережить разрезание пополам для него тоже не было бы проблемой. Ведь это уже было в каноне. Дарт Мол выжил после того, как его разрубил Оби-Ван и ходил на механических лапах в «Войнах клонов». Так что теперь кажется, что император Палпатин облачился в костюм гигантского механического робота с лицом Сноука. Ну и в самом конце нам показывают Рэй, которая слышит голос Люка и Леи. Сила прибудет с тобой. Всегда.
Да, похоже, Лея тоже стала призраком силы. Обратите внимание на еще одну очень интересную деталь. Рэй едва заметно улыбается. Но почему? Кажется, что тут она встретилась с тем самым кукловодом, который стоял за всеми событиями саги. Но что заставило ее улыбаться? Быть может, тут она наконец-то узнает ответ на вопрос, мучивший ее долгие годы. А мы увидим еще одну отсылку к оригинальной трилогии и узнаем, что Палпатин ее отец. Ну что ж, это были все интересные детали этого трейлера, о которых мне хотелось вам рассказать. И если же я о чем-то не упомянул, или у вас есть свои теории относительно того, что происходит на экране, то напишите их в комментариях. Ну и также не забывайте ставить свои звездные лайки, если вам понравился этот видос, если вам вообще нравится рубрика «Что показали в трейлере». Ну и на канал подпишитесь уже в самом-то деле. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, и я надеюсь, что вам понравилось. Cut the crap. Мы режем киноленты.